В безмолвии ночи, где каждый звук казался оглушительным, в детской комнате лежал 9-месячный малыш. Майк, неподвижный, словно маленький спящий ангел, навечно застывший в своем сне. Его жизнь, еще не успевшая начаться, казалось, остановилась, оставив лишь слабое дыхание, свидетельство о его присутствии. 4 долгих месяца пронеслись с тех пор, как мир Алисии и Дэвида рухнул. Они искали ответы, возили Майку от одного специалиста к другому, но каждый тест возвращал их к безысходности. Мы не знаем. Мы не можем сказать. Эти слова звучали как приговор, лишая их последней надежды на чудо. Алисия помнила, как в тот роковой день Дэвид, всегда сильный и непоколебимый, замер словно каменный, а она, прижимая Майку к груди, шептала молитвы, ища утешения в его мягких волосах. Но чудо не произошло, и надежда стала хрупкой, исчезающей, как утренний туман. Однако был один, кто не терял веры, кто, казалось, чувствовал то, что ускользало от всех остальных — Рейнджер. Рейнджер, старый полицейский пес, верный товарищ, прошедший через огонь и воду. Теперь на пенсии он взял на себя новую миссию — охранять Майку. Сначала Алисия и Дэвид думали, что это просто инстинкт, но со временем они поняли, что это было нечто большее. Рейнджер не просто присматривал за Майкой, он ждал. Поздней ночью, когда тишина становилась почти осязаемой, Рейнджер начинал проявлять беспокойство. Его уши настороженно подергивались, словно ловили невидимые звуки, его тело напрягалось, а взгляд устремлялся на кроватку Майки. Затем он начинал тихо скулить, касаясь прутьев кроватки, словно пытаясь разбудить спящего. Алисия, измученная горем, свернувшись калачиком на диване, почти не замечала его. Она сжимала детское одеяло Майки, словно это было все, что у нее осталось от прежней жизни. Но настойчивый скулёж Рейнджера заставил ее поднять голову. Дэвид тоже услышал. «Что это было?» «О», — прошептал он. Они вошли в детскую и замерли на пороге. Рейнджер стоял на задних лапах, его передние лапы опирались на перила кроватки, а взгляд был прикован к Майке. Сердце Алисии забилось быстрее, когда она заметила, что пальцы Майки слегка дернулись. «Посмотри на его руку», — прошептала она, не веря своим глазам. Дэвид, застывший рядом с ней, проследил за ее взглядом и тоже увидел это чудо. Рейнджер, словно зная, что момент настал, издал тихий скулёж, поощряя Майку. И пальцы Майки снова дернулись, на этот раз более отчетливо. «Дэвид, ты видел это?» — спросила Алисия, ее голос дрожал от волнения. Дэвид кивнул, не в силах произнести ни слова. Он боялся, что, нарушив тишину, разрушит это чудо. Алисия не могла сдержаться и потянулась к руке Майки. Как только ее пальцы коснулись его ладони, его пальцы слегка сжались вокруг ее. У нее вырвался вздох, и слезы потекли по ее щекам. Двид шагнул вперед, схватившись за край кроватки, словно нуждаясь в пудоршке. Рейнджер снова скулил, словно подбадривая их. И тут Майка снова зашевелился. Его рука слегка приподнялась, медленно и дрожа, но неоспоримо реально. Алисия почувствовала,
как в ее сердце вспыхнула надежда. 4 месяца они жили в ожидании чуда, и вот оно происходило прямо у них на глазах. «Это невозможно», — прошептал Дэвид, качая головой. Алисия не ответила. Она не могла, потому что в этот момент ноги Майки дернулись. Движение было небольшим, почти незаметным, но оно было. Слабое смещение под одеялом, крошечный намек на то, чего раньше не было. Рейнджер издал резкий возбужденный лай. Дэвид вздрогнул, его голова резко повернулась к Алисии. «Ты видела это?» Его голос больше не был тихим. Он был полон чего-то, что они давно забыли. Надежды. Алисия быстро кивнула. Слезы катились по ее щекам. Она посмотрела вниз на Рейнджера, на то, как все его тела, казалось, наполнилось энергией. И вдруг все встало на свои места. Рейнджер знал. Он почувствовал это раньше их. Он ждал, наблюдал, потому что каким-то образом в глубине души он знал, что этот момент наступит. Алисия, не в силах сдержать слезы, опустилась на колени возле кроватки. «Майка, малыш», ее голос дрожал. «Ты меня слышишь?» И тут Майка издал звук, тихий скулёж, едва слышный, но он вызвал волну эмоций, захлестнувшую ее. Она коснулась его щеки, и в этот момент он сделал то, чего не делал уже несколько месяцев. Повернул голову. «Ты знал, не так ли?» — прошептала она Рейнджеру. Рейнджер лишь вильнул хвостом, словно говоря: «Я же говорил». Алисия почти не помнила, как они добрались до больницы. В один момент Майка лежал неподвижно в своей кроватке, в следующий она мчалась по коридорам больницы, задыхаясь. «Пожалуйста, нам нужен врач». Он был парализован, но он двигался. Врачи и медсестры, пораженные ее словами, быстро окружили Майку. После осмотров и тестов один из врачей, доктор Патель, посмотрел на снимки и с удивлением произнес: «Его мозг восстанавливает связь с его телом. Майка выздоравливает». «Как?» — спросил Дэвид, его голос дрожал от волнения. «Я не знаю», — ответил доктор Патель. «Этому нет медицинского объяснения». Алисия посмотрела на врача и сквозь слезы прошептала: «Итак, вы хотите сказать, что это чудо?» Врач, не в силах найти логическое объяснение, лишь кивнул. Алисия крепко прижала к себе Майку, выходя из больницы. Дэвид, улыбаясь, коснулся головы сына. «Он становится сильнее», — произнес он. Рядом с ними трусил Рейнджер, виляя хвостом. Он всегда знал, что это произойдет. Когда они ехали домой, Алисия посмотрела в зеркало заднего вида и увидела Майку, живого и двигающегося, а рядом с ним — Рейнджера, его молчаливого стража. В тот момент она поняла, что чудо произошло не благодаря науке, а благодаря любви и вере. Рейнджер, верный пес, стал свидетелем и хранителем этого чуда, доказав, что иногда самые невероятные вещи происходят не так, как мы ожидаем, а приходят с 4 лапами и непоколебимой.